Мы живем в мировом пространстве, мы близки к Европейскому Союзу. Поэтому существует мировой опыт, и он должен быть учтен в каждой из наших стран. Ну, в частности, например, я хотел бы сказать о раке молочной железы. Но не нужно создавать новых систем. В Соединенных Штатах, например, 85%, иногда больше, больных диагностируются в разных стадиях болезни, в ранней стадии болезни, и 15% несколько более распространенной стадии болезни. От этого зависит и объем операций, и дополнительное лечение, и шансы излечиться. В России, к сожалению, все это не учитывается в должной мере. И до последнего времени существует такое понятие, что нужно делать ультразвук, хотя не все понимают результаты этого исследования, и оно не является стандартом мировым. Ну, нужно, чтобы мужчины пальпировали молочные железы, но они это делают плохо в России. А в мире маммография используется, и используется магнитно-резонансная томография для молодых женщин. И поскольку так обстоит дело, то даже в больших городах 50% запущенного рака молочной железы. Диспансеризация должна включать в себя компонент организационный обязательно. И не просто нужно закупить томографы или что-то, нужно целую систему образования наладить. Многое сейчас делается, но в России существует проблема доступности ранней диагностики. И учет результатов – это большая проблема, к сожалению, решаемая пока на такой, формальной основе. Поэтому всякие новации, которые существуют в нашей стране, в России, они, не впечатляют, точно так же, как квотная система. Нигде в мире такой нет, квоты какие-то. Мы должны, я очень надеюсь, изменить систему организации диагностической и онкологической помощи. Поэтому нужно сказать, что программу можно поддержать, есть советский опыт, есть опыт Беларуси, когда разъезжали автомобили, и всех женщин, независимо от менструального цикла, засовывали, приглашали, правильно сказать, в эти автомобили, что-то пальпировали, или гинекологи во время гинекологического осмотра заодно осматривали молочные железы. Мы цивилизованная страна, надо с этим кончать. На это нацелены государственные программы. Но главное, чтобы решения принимали специалисты, онкологи и те, кто занимается диагностикой. Мы очень далеки от мирового уровня пока сегодня, надо это признать. Сегодня вопрос доступности ранней диагностики онкологических заболеваний у населения Казахстана, я думаю, вопрос этот решен на государственном уровне. Вы, наверное, слышали, в 2012 году президент нашей республики Нурсултан Абишевич Назарбаев объявил 2012 год годом онкологии. И постановлением правительства была принята программа развития и онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012-2016 годы, в которой предполагается
большие финансовые вливания ежегодно на раннюю диагностику, лечение онкологических заболеваний. Я хочу сказать, что сегодня, я за другие страны не говорю, но в Казахстане онкологические больные 100% обеспечены лекарственными средствами как на амбулаторном, так и на стационарном уровне. Вопросы ранней диагностики рака в Казахстане с 2008 года внедрены программы скрининга рака молочной железы и рака шейки матки. В 2012 году начата скрининговая программа рака колоректального рака. И с 2013 года внедряется по республике скрининг рака пищевода, желудка, рака печени и рака предстательной железы. В прошлом году в пилотном режиме в одном регионе в Восточном Казахстане проведено скрининг рака предстательной железы, что показало эффективность этой работы. И эта программа внедряется на весь Казахстан, вернее, в пилотных режимах в 6 регионах Казахстана. В плане скрининговых исследований по раннему выявлению рака молочной железы и рака шейки матки за эти 5 лет, вернее, да, уже 5-й год, эта программа, как в Казахстане начала работать, улучшились показатели по ранней диагностике, как рака шейки матки, так и рака молочной железы. Хотя, к сожалению, рак молочной железы на сегодня стоит на 1-м месте по уровню заболеваемости и на 3-м месте по уровню смертности. Показатели на сегодня я по городу Астана скажу. Раннее выявление рака молочной железы 77% на уровне 1-2 стадии заболевания, рак шейки матки 83%. Поэтому сегодня вопросы именно доступности профилактических мероприятий. И это, я бы хотел сказать, уважаемые коллеги, я думаю, это не ново, что одни онкологи с проблемой раннего выявления рака не справятся. И для этого, как мы должны эти вопросы совместно с врачами первичной медико-санитарной помощи, то есть поликлиник и население наших республик должны, наше государство должны обратить внимание на собственное здоровье, то есть поднимать уровень культуры именно в плане здорового образа жизни и обращения внимания. Конечно, диспансеризация – это очень интересно и очень важно, это необходимо делать. Очень важно решать вопросы ранней диагностики. Но здесь бы я еще хотел бы сказать, что важно воспитывать в населении самосознание, что необходимо обратиться к врачу, что необходимо будет проходить и диспансеризацию, что необходимо будет проходить профилактический осмотр, что ранняя диагностика, и в этом нет ничего страшного, если 1 раз в год женщина сходит к маммологу, к онкологу, к гинекологу, то что это обязательно. Если женщины в обязательном порядке посещают косметолога, маникюрный салон, она также должна понимать, что она должна 1 раз в год пройти маммографию, пройти осмотр маммолога и обезопасить не только себя от этого заболевания, но и обезопасить свою семью, потому что это не только проблема ее личная, это проблема ее родных и близких. В городе Киеве у нас продолжает, опять-таки, быть на первых местах такие заболевания, как рак кожи, рак молочной железы, то есть визуальные формы рака. Вот по сравнению с 2011 годом у нас в 2012 году отметилось снижение запущенных форм на 1,3%. Вот. С чем это связано? Может быть, это связано с тем, что с прошлого года мы мы не ждали, когда уже жители придут к нам, к онкологам, к врачам, а мы вышли к жителям. И мы в течение года проводили различные мероприятия, это и дни здоровья, и дни открытых дверей в поликлиниках. Мы начали издавать вот такую вот газету, информационный бюллетень. Это мы издавали «Запорука здоровья», то есть «Основы здоровья». Мы издали к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, где подробно рассказали о вопросах профилактики, ранней диагностики рака и распространяли среди жителей Киева достаточно большой тираж.
В этом году, вот к 4 февраля, мы готовим аналогичный номер, посвященный визуальным формам рака, и тоже это будет распространяться. В таком издании указаны все онкологи города Киева, все поликлиники, куда можно обратиться, в какое время. Потому что, к сожалению, у нас достаточно интенсивная жизнь сейчас. На работе люди находятся с утра до вечера, и выбрать время для посещения врача достаточно сложно. Поэтому это тоже мы вопрос учли. Вот. Потом еще вот к вопросу диспансеризации. Вот у нас есть такой вот украинский опыт, я знаю, у нас хороший опыт в Черкасской области по передвижному маммографическому комплексу, когда в отдаленные села выезжает такой комплекс и обследует всех женщин, которые находятся вот в этом селе и в близлежащих селах. Это тоже, ну вот у нас страны большие, и я думаю, что это тоже будет на перспективу нам полезно развивать вот это направление, передвижные такие онкологические консультативные центры, куда войдут и маммограф, и флюорограф, и специалисты. Сегодня, будем откровенны, врачи первичного звена проходили онкологию, очень краткий курс такой онкологии в институте, и многое подзабыли. И надо поднимать настороженность первичного звена. В связи с чем мы выпустили такую методическую рекомендацию, где есть краткий симптомокомплекс различных заболеваний, и просто написали, в каком возрасте, исходя из пола вот больного, что, какие исследования надо делать. Министерство здравоохранения Армении приняло это, то есть сонография, раз в год имеет право сонографию проводить, рентген легких проводить, исследования крови и так далее. Больной за счет государства может проводить те исследования, которые мы написали. После чего идет консультация онколога, если что-то выявлено, и обратно, получается обратная связь, он состоит на учете у нас, и мы уже занимаемся им. 100 грамм профилактики стоит тонна лечения потом. И поэтому хочу отметить, что после развала Советского Союза именно специальность онкология в медицине является единственная, которая организовала, значит, Ассоциация онкологов стран СНГ, которая, нужно вспомнить с большим удовольствием, академика Трапезникова Николая Николаевича, который под его эгидой, и все это началось. И, конечно, это очень хорошо, потому что мы встречаемся сообща на наших съездах, которые проводились 4 года, потом сейчас раз в 2 года, и, конечно, последний, который был в Астане, это очень хорошо, где мы общаемся и говорим о тех проблемах, которые нас беспокоят. Конечно, действительно, по данным Интернационального агентства изучения рака Глобакан, значит, в мире ежегодно заболевает около 13 миллионов человек и умирает на сегодняшний день около 7 миллионов. Но в Республике Молдова, значит, ежегодно, значит, за 2012 год около 8 тысяч новых случаев рака, и погибает около 5000 случаев рака. В мире на первом месте, значит, легкая, молочная железа, колоректальный рак, желудок и простата, а у нас в Кишиневе также колоректальный рак, молочная железа, кожа, легкая, желудок и хемобластозы. Вот эти 5-6 локализаций и образуют более 55% всех локализаций.